уже во взрослом осознанном возрасте приходится учиться, а как сказать близкому даже человеку о своих чувствах. В корпоративном мире стала директором по правым вопросам. Так профессия-то классная, она несет ценность, пользу людям. У меня растет команда интеллект-тренеров по всему миру. Это на самом деле тоже достойно аплодисментов. Взрослый человек улыбается 17 раз в день. Эта методика, по которой я преподаю, она собиралась 35 лет. Потрясли! И вот так вот мы его выпиваем. 20 минут вы так хохочете. Да. Это вообще, мне кажется, можно умереть уже, надорвать животики. После смехозарядки я спокойно за 3 занятия с инструктором научилась кататься на горных лыжах. Дать мотивацию тем людям, которые сейчас кардинально меняют профессию. Ты меня уже качнула. Вот реально. Для зрителей много полезного. Давай еще. Всем привет. Вы смотрите интервью «Заяви о себе» со мной, Ольгой Ивановой. И у меня в гостях сегодня Наталья Герасимова, предприниматель, коуч, специалист по телесно-ориентированной терапии и интеллект-тренер. Наталья, ты сегодня такая красивая, яркая, и прям этим у тебя даже вот солнце, да, знак. Ты знаешь, это очень классно, что ты уже своим образом, своим видом несешь свет, создаешь праздник. Это так классно, ты уже сразу думаешь о людях. Расскажи, как твои дела, как ты добралась сюда вообще в студию? Здравствуй, Ольга, рада всех приветствовать. Добралась я прекрасно. Дождик не помешал, настроение моего не испортил, потому что вот такое ощущение было, какое-то предвосхищение чего-то замечательного. Класс. И вот у нас мы уже чувствуем на одной волне, ты говоришь про праздник, да. Я тоже вот было ощущение, что я еду на праздник. Слушай, вот это классно. Я же тебе уже говорила не раз, что для меня вот моя работа, знаешь, это не работа, а праздник. Я сюда еду в таком настроении, потому что я общаюсь с сильным окружением, потому что я знаю, что я сейчас буду общаться с человеком, который несет пользу людям, который постоянно растет и развивается, у которого какое-то позиционирование правильное. Видишь, да, про праздник. Я просто знаю тебе много всего, и мне уже хочется, знаешь, я так потихонечку предвосхищаю. И я хочу сказать зрителям, что сегодня вас ждут несколько классных практик, которые вас быстро наполнят энергией, которые расскажут вам, как стать миллиардером, да, практика миллиардера. И на самом деле Наталья обладает очень многим количеством практик. Это только 2, да, вот из большинства. Сегодня мы прямо здесь в студии проведем, поэтому смотрите эфир до конца. Когда они будут в середине или в конце, это как пойдет. У нас потоковое интервью, и это ценно. Наталья, давай теперь расскажи, чем ты сейчас занимаешься, что вот я знаю, что ты очень такой интересный, многогранный человек. Расскажи именно основную твою деятельность именно сейчас, в данный момент времени. В настоящий момент уже 2 года я сконцентрирована на деятельности интеллект-тренера. Это новая профессия, которая связана с эмоциональным интеллектом. Мы преподаем по методике, которая запатентована, и она состоит из простых 8 упражнений. Самое главное в этой методике то, что человек знакомится со своими эмоциями, со своими мыслями и начинает осознавать, а что же им управляет, да? Как он принимает решения, какие мотивы заставляют его принять решение. Также он учится распознавать эмоции другого человека. И вот эта вот эмпатия, да, про которую сейчас все говорят, вот как раз на курсе, который я провожу онлайн, мы помогаем людям осознать, как можно легко, гармонично общаться друг с другом. Потому что очень часто все вопросы, которые люди не могут решить ни дома, допустим, дома или там на работе, они связаны с тем, что один думает одно, а другой другое. И также наш курс, он помогает людям понять, что мы пришли сюда, в этот мир, для чего-то большего. Не просто ходить на работу, ездить 2 раза в год в отпуск, а у каждого есть какая-то миссия, какая-то мечта, цель, которую, может быть, он в детстве даже еще осознал. И вот на этом курсе мы даем инструменты, как начать параллельно со своей жизнью или даже вместе, внедряя наши простые практики, делать то, что ты давно хотел. Исполнять свои мечты. Слушай, очень круто. Я сейчас про эмоциональный интеллект тоже свое расскажу, да, вот важно, что изначально я вообще позвала тебя, знаешь, вот на интервью особо рьяно, знаешь, после того, как ты рассказала, что ты тренер эмоционального интеллекта. А для меня это важно. Я преподавала просто в Шуваловской гимназии для дошколят, эмоциональный интеллект. И для меня это было так важно, для меня это был социальный проект. Для дошколят эту историю, а так я от дошколят по 11 класс преподавала
стрессоустойчивость перед ОГЭ, про границы, про отношения, да, что вот мне важно было, чего мне казалось не хватает в школах, но сейчас, кстати, уже образование шагнуло, и сейчас уже там все больше и больше вот такого вида информации. Да, это замечательно на самом деле, что сейчас уже общество пришло к тому, что мы начали с детей, да, но вот методика, которую я преподаю, она для взрослых, потому что мы, когда росли, и поколение там до нас и после, мы еще не застали. Для нас, травмированных, взрослых, травматов, да. Мы не знали про это, и поэтому уже во взрослом осознанном возрасте приходится учиться, а как сказать близкому даже человеку о своих чувствах, как похвалить человека, высказать ему какие-то прекрасные слова, после которого сердце открывается, и люди начинают плакать и на курсе, и дома, и обнимаются, и просто семья начинает жить по-новому. Поэтому рада, что в нашем обществе сейчас уже начали с детей преподавать это вот направление как эмоциональный интеллект. Да, благодарю тебя за обратную связь. И на самом деле классно и для взрослых эта история. И как раз я вспомнила, расскажи мне вот про случаи, которые меняли жизни. Вот ты мне рассказывала как раз в семьях вот про какую-то женщину, да, там вот как про раз взаимоотношения и про вот свою практику, где утрированно надо хвалить. Она меня так восхитила. Да. Ну, тогда я сначала расскажу про практику. Эта методика, по которой я преподаю, она собиралась 35 лет. Это не на коленке что-то сделано. В принципе, здесь обобщили всю мировую историю. Все практики осознанности, которые были на Земле, их отобрали, и потом из них выбрали 54, тестировали офлайн. 400 тысяч человек прошло через эти практики, и вот выбрали самые простые 8. И еще у нас есть педагогические приемы. Так вот, один из педагогических приемов – это у нас постоянное повышение самооценки. Повышение самооценки человека, который приходит на курс, а так как мы проводим в группе, то за счет группового эффекта, за счет групповой динамики это происходит очень быстро. Но самое важное понимать, что Виктор Франкл, это известный психолог, он прошел концлагеря, человек, который выжил в таких нечеловеческих условиях, и вот он говорил такие слова, что если мы говорим о человеке такой, какой он есть, то мы делаем ему только хуже, потому что наш мозг, он любит все обесценивать. А если мы говорим о человеке с преувеличением, с предвосхищением, утрированно, то тогда человек начинает осознавать, а кто же он на самом деле, и становится лучшей версией себя. И вот на курсе мы говорим такие слова, как «король всех королей», «самый яркий человек на свете», «легендарный исторический герой». Для чего мы это делаем? Да? То есть мы сразу предупреждаем, что это педагогический прием. Да. И мы, как в театре, как вот в КВН, я думаю, многие играли, да, говорим это друг другу. И тогда люди осознают, что они действительно такие. То есть вот эти вот утрированные слова мозг снижает градус, скажем так, и он понимает, что да, я же классный, я могу очень много, и много людей мне это говорит. А ученые доказали, что мозгу на самом деле без разницы, как мы говорим, естественно или искусственно. Но, конечно, так как группа маленькая, люди все открытые, и у нас сразу возникает такое вот ощущение какого-то вот принятия друг друга, поддержки, помощи, и это дает колоссальный эффект. То есть прямо и на курсах люди плачут. Но самое главное у нас в курсе, это когда мы идем с этими упражнениями в жизнь и потом применяем в семье, для других своих близких и знакомых. А как, кстати, в семье это как позиционируется? Чтобы предупредить, вот сейчас я так начну тебя называть король всех королей. В семью мы уже идем с обычным. Да, то есть мы идем, говорим искренне от души слова, и, в принципе, ребенку можно говорить, что он чемпион, что он герой, что он очень умный, очень красивый. Там девочки, да, у нас же вообще не говорили таких слов. То есть, молодец и умничка. Вот два слова, которые были, в общем-то, в нашем обществе. И когда ребенок это слышит, он расслабляется, он чувствует поддержку от взрослых, и появляются удивительные результаты. Дети становятся действительно чемпионами, выигрывают соревнования, начинают там открываться своим родителям, бабушкам. И это настолько меняет вообще всю атмосферу в семье. И даже со взрослыми детьми мамы начинают устанавливать контакт,
и верить в своего сына, в то, что у него все получится. И тогда, как предприниматель сын, он становится более успешным, более уверенным, у него растут доходы, он переходит на другой уровень жизни. Это вот действительно случаи из жизни, из моей практики, которые я вам рассказываю. Это очень классно. Я вообще очень люблю, когда вот такие простые действия помогают так кардинально изменить жизнь. Ты знаешь, ты даже вот сейчас на меня оказала терапевтическое действие вот во время этого разговора. У меня сейчас промелькнуло сразу много мыслей, где я правильно это делаю, а где нет. Я тут же думаю, ну вот я как раз детей называю героями, чемпионами, да, правильно. Вот. С девушками, женщинами у меня тоже почему-то, знаешь, отлажено отношение в плане того, что я восхищаюсь красотой, причем это делаю абсолютно искренне. У меня это идет, знаешь. Я так радуюсь, когда кто-то классно выглядит, когда достиг каких-то высот. То есть для меня это как гордость, знаешь, как за себя. То есть вот я как-то так и не разделяю. А про мужчин, вот у меня сейчас звоночек такой, знаешь, в голове пробежал, что я в последнее время, знаешь, такая перешла в историю их лечить, что-то там учить в жизни, знаешь, бывает, ухожу в эту историю, я думаю, так почему не герой, почему не какой-то там вообще, там, я не знаю, самый прекрасный мужчина на свете, да, а я начинаю там что-то его уму-разуму учить, вот это, я думаю, так, это галочку себе поставила, доработать. Слушай, ты такой открытый человек, очень чувствительный, и самое главное, сразу же внедряешь практики, которые получила в жизнь. Да. Это действительно так, потому что для мужчины еще сложнее открыться, рассказать, может быть, о каких-то своих маленьких неудачах, да, если что-то в жизни случается. И вот сейчас вот направления, как такое наше, как интеллект-тренеры или коучи, они очень востребованы у людей бизнеса, потому что надо с кем-то делиться, надо рассказать, что происходит, проговорить эмоции, различные варианты выхода из ситуации. А иногда мужчины держат лицо. Перед женщиной нельзя, я герой, там, перед какими-то бизнес-партнерами тоже нельзя. И поэтому, где выход из ситуации? Поэтому это вот очень классно, что ты осознала, и когда ты применишь это в жизнь, ты увидишь счастливые глаза своего мужчины или детей, и ты просто поймешь, что да, вот так просто можно поменять отношения. Все, сегодня начну. Честное слово, я прям такая решительно настроилась, знаешь, потому что я это прожила. Я в этот момент сейчас прожила, прониклась, и я поняла, что это прям, да, важно в работу сразу отправлять. Да. Ты уловила главный принцип, который мы даем на наших курсах: знать и не делать все равно, что не знать. То есть мы часто ходим на разные курсы, знаем много информации, она у нас в голове, но если мы ее не проговорили, не использовали в жизни, она со временем уходит. А ты просто вот говоришь, я пойду и сделаю, это классно. Да, это, кстати, моя суперсила. Сразу применять в действие, все практики в дело, да, в жизнь встраивать. И поэтому у меня все работает. И ты знаешь, ты тоже подметила этот момент, что не знаешь, когда делаешь... знаешь, но не делаешь, что это просто ничего, как бы нейтрально. А я слышала историю, что когда знаешь, но не делаешь, это наоборот даже плохо. Это как откачка энергии, это как незакрытый гештальта. То есть человек набрал информации много, но ее не встраивает в жизнь, и она ему вредит. То есть вот я даже сказала, сейчас у меня мурашки пошли, а это показатель истинного, да. Я я по телу сразу реакцию чувствую. На самом деле так. Да. У меня вот проходила курс женщина, которая хотела открыть свою школу. Она гипнолог, сексолог. Но она вот как бы не чувствовала в себе уверенности, а одно из упражнений, которое мы даем на курсе, оно как раз на раскрытие своего пространства, на, как мы называем это, расхламление. Я думаю, многие это знают, да, что когда... классное слово, на самом деле. Показатель того, что если вокруг тебя очень много чего-то, что ты не пользуешься, это вот говорит о твоем уровне энергии. И она просто 90% своего жесткого диска удалила, потому что у нее были закачаны туда чужие программы, чужие семинары, какие-то курсы, которые она купила и не смотрела. У нее наступило такое облегчение, она просто сказала, вот, все, я готова, я начинаю свое дело, я иду вот вперед и открываюсь миру. Поэтому вот так это все работает. Слушай, классно. Это тоже из истории, когда важно разрешить себе что-то не делать, и тогда ты закрываешь вот эту откачку энергии. Когда вот лишнего много, да, и лишних много дел, то тоже это, кстати, как лайфхак для зрителей тоже, что важно прям вот решить, значит, у меня 1 000 000 дел, но я делаю 10, а остальные там сколько там, я не знаю, математика не так сильна, я разрешаю себе не делать. И все, сразу будет
спокойствие, все, у меня только 10 дел на месяц, допустим, да, и все, и сразу вот это вот расслабление, к которому мы все идем в жизни. Да, абсолютно ты права. Да, Наталья, смотри, вот ты сейчас пришла в очень интересную профессию, но у тебя и до этого была не менее интересная. Расскажи, как ты вообще вот пришла в эту историю. Я знаю, что ты была юристом, да, много-много лет. Сколько лет, получается? 25 лет, 25 лет, обалдеть. Успешной юридической практики. Да, 25 – это много, это прям тоже респект, это на самом деле тоже достойно аплодисментов, потому что очень важно все в копилку, да. Представляешь, я представляю, какая у тебя память, как ты умеешь доносить правильную информацию, это же нужно вот уметь, да, ясно говорить, и причем какими-то терминами страшными для меня и для людей. Ну, я была гражданским юристом, но действительно у меня была достаточно быстрая карьера, я сделала в корпоративном мире, стала директором по правовым вопросам, очень было много интересных проектов, но в какой-то момент я решила, что мне хочется свободы, и я ушла работать на себя. Мне, в принципе, все нравилось, да, то есть я помогала людям, решала их сложные задачи юридические, даже съездила, обучилась в Европейский суд по правам человека, но параллельно с этим я все время была в саморазвитии, и было такое ощущение, что вот есть еще что-то большее, для чего я пришла в этот мир, и я хочу каким-то другим образом помочь людям. И вот 2 года назад в мою жизнь пришел этот проект. Это Всемирная ассоциация интеллект-тренеров. Методика называется SuperJump. И вот я стала здесь развиваться. Здесь я не только провожу курсы, но у меня растет команда интеллект-тренеров по всему миру уже. Я переехала в Израиль. И вот так кардинально изменила свою жизнь, потому что я поняла, что если во мне внутри есть какое-то вот это вот желание, то нужно просто отдаться, довериться Вселенной, Творцу, Абсолюту, как кто называет эту силу. Но если я сама не могу найти то, что я могу делать хорошо и приносить пользу людям, и жить в разных странах, это вот просто одно из моих с детства любимых занятий — путешествовать, я поняла, что вот я хочу посмотреть этот мир, попробовать его на вкус, осознать, а как же в других странах люди живут. И вот начала свое такое путешествие. А юристам, да, это было очень интересное время, и там действительно нужны, в том числе, эмоциональный интеллект. Да? То есть юристы — это переговорщики, это надо умение... Самое главное — это слышать другого человека. То есть мы часто хотим сказать что-то другому человеку, побыстрее ему рассказать о себе, но для того, чтобы состоялся диалог, а не монолог, нужно услышать другого человека, что он хочет. И вот я была также еще и организатором проектов, когда работала в компании, да, потому что часто из разных отделов людей, когда объединяют, и нету понимания, да, каждый вот лебедь, рак и щука, не зря это придумали. Но когда увидеть сильные стороны каждого человека, объединить их, выработать какую-то стратегию общего поведения и начать делать последовательно, как ты сказала, сразу получается такая вот синергия и успех. Вот таким образом я работала. Ну, а теперь тоже здесь командная работа. Много людей с разных специальностей там пришли. Вот у меня и косметолог, есть и риэлтор. Мы все это, конечно, совмещаем на первых порах. Я тоже первый год работала и юристом, и в этом направлении. Но потом вот я сделала выбор двигаться дальше. Поэтому вот жизнь такая интересная и удивительная вещь. Слушай, здорово. Вот сейчас сразу... У меня много мыслей тоже пронеслось. И про путешествия классно, да, что тебе удалось через эту твою новую профессию реализовать как раз самое важное желание, да, я так поняла, прям для тебя оно такое одно из самых важных — путешествовать, быть свободной в перемещениях, которое важно, многим людям, и не всем удается его реализовывать. Это классно, что получается. Вот. Кстати, да, кто не знает, Наталья живет в Израиле и сейчас в Москве оказалась, и вот как раз попала ко мне на интервью, чему я очень рада, что именно в этот промежуток времени тоже я верю, что все случайности не случайны, и что, как ты говоришь, создатель абсолютно там постарался, да, на эту тему тоже. Вот. А что касается дальше темы, вот как раз я и хотела у тебя узнать. Смотри, вот ты из такой истории, да, юриста перешла в новую такую профессию, действительно, она все равно такая разнополюсная, но все же
Порой людям бывает сложно сделать первый шаг, порой бывает не сразу получается, нелегко. Вот расскажи, какой-то был ли у тебя переломный момент в жизни, какой-то кризисный этап, чтобы дать, знаешь, для чего тоже? Дать мотивацию тем людям, которые сейчас кардинально меняют профессию свою. Вот это тоже важно, что у тебя сейчас же получилось. А были ли какие-то истории? Да, вот у меня уже последние несколько лет до того, как я нашла, чем же я хочу заниматься, было ощущение, что я хожу по одному и тому же кругу. В принципе, у меня действительно был очень большой опыт, и любое дело я могла найти выход из этой ситуации. Да? Все там зависело от разных обстоятельств, но в принципе я понимала, что нужно делать. И у меня уже пропал, может быть, какой-то азарт, который был в самом начале. И было ощущение, что нет, что-то есть больше, что-то я хочу. И в какой-то момент я просто поняла, что мне надо научиться слушать свою интуицию, доверять себе. Я за эту историю. Потому что, как юрист, я была очень такой логичной, да, у меня было очень много вот аналитических моментов связанных. И иногда мой голос интуиции или голос души ко мне пробивался, но я говорила, нет, я пойду так. И потом все равно меня жизнь возвращала в какие-то моменты, когда нужно было послушать себя. И вот за год, то есть сейчас я 2 года в этой профессии, 3 года назад, это была весна, я прямо почувствовала какое-то желание поехать. У нас в Омской области, я жила в Омске до того, как переехала. Есть такой источник, такое красивое очень место, там родник, Большекулачий. Я туда поехала на машине, приехала, просто погуляла там, подошла и просто осознала, что нужно довериться. Вот довериться Вселенной, будем так называть, да, довериться Вселенной, что я хочу, я в принципе понимаю, что я хочу. Но вот как это сделать самой, я не знала. То есть как вот в юриспруденции я точно понимала, что двигаться там я уже, не будет у меня там такого вот прямо стремительного движения и удовлетворения самое главное. И я увидела, что я буду жить где-то в очень красивом доме, да, то есть это произойдет через 5 лет. Да. То есть ты прям как видение. Это как была, медитация, да? Такая была, да. То есть, я представляю, да. И я живу не в России. Я занимаюсь чем-то очень интересным, каким-то интересным, важным делом. Вокруг меня очень много интересных, развивающихся людей, которые со мной на одной волне, с которыми мы вот просто постоянно что-то делаем, какой-то движ, там, путешествуем, и тут же обучаемся, и тут же работаем. Вот. И эту медитацию дали сделать на марафоне, в который я проходила тогда, вот начала проходить, он был на год. И вот это вот марафон полезных привычек, тогда это вот меня тоже укрепило в том, что надо внедрять все поэтапно. То есть невозможно что-то взять, какую-то информацию, но не проделав ее какое-то определенное количество дней, ты не получишь навыка. И вот когда эту медитацию я сделала, там были такие слова. Но вот если ты оставишь все как есть, то ты останешься там, где ты есть. И ты не пойдешь в то место, не попадешь в то место через 5 лет, которое ты увидела. И я прям четко поняла, что нет, я хочу. Круто, что пришло, и это как будто знает твой характер, да? Тебе такой звоночек такой, думаю, нет, надо делать шаги смелые, надо делать шаги. И, как говорится, первый шаг, он дорогу открывает. Я поняла, что надо делать что-то новое. Подумала, что раз вот ко мне пришел марафон, и тут там пришла вот эта медитация, я буду тогда двигаться, вот прям пройду этот марафон. Пройду марафон, вот возьму себя в кулак, да, силу воли. И прошла действительно. И тем людям, 500 человек, там был большой этот марафон, даже заявка была попасть в книгу рекордов Гиннесса России. Первым 500 человекам сказали, что кто выполнит все эти условия, пройдет. Там надо было 10 из 12, такую небольшую сдали помощь. Вернуть деньги за марафон, а потом в конечном итоге предложили поехать в путешествие, где была обучающая там программа, мы все познакомились, было здорово. И вот эти новые действия, новое общение, окружение, и в принципе с тобой мы познакомились благодаря окружению, потому что Альбина, человек, который нас с тобой познакомил, мы с ней тоже познакомились на каком-то обучающемся мероприятии, стали поддерживать отношения, стали уже подругами. Вот. И таким образом, после того, как я съездила на вот это обучение, оно проходило в Турции, там действительно была такая движуха, потому что мы год, считай, онлайн виделись. Мы не виделись, это были такие вот домашние задания, надо было их выполнять. Но все равно в чате была такая поддержка живая. И после этого через 2 недели я вернулась и попала на курс сама, который сейчас провожу, и поняла, что вот это то, о чем я мечтала, это меня приведет туда, куда я хочу.
Очень круто. Наталья, смотри, раз уж ты сказала про Альбину, как раз девушку, которая нас с тобой познакомила, и ты знаешь, она мне рассказывала, наверное, тем летом мы познакомились, про смехозарядку. Она так рекламировала, она так рассказывала. Я все планировала попасть. Она говорит, мы так хохочем, мы так смеемся, такая классная, крутая практика. И вот она вроде бы нам рассказывала, но так и не дошли и до нее. И вот видишь, тоже какое стечение обстоятельств. Все равно в итоге ты у меня в студии. И когда мы с тобой разговаривали по вопросам интервью, ты мне рассказала про смехозарядку, и я думаю, боже, как хорошо, что вот в итоге все равно привела меня судьба вот так вот близко уже с тобой познакомиться. Я думаю, ну все, я теперь буду на смехозарядку ходить, потому что это действительно вот магия улыбки, да, все знают, что важно улыбаться даже сначала искусственно, чтобы потом начали вырабатываться эндорфины, и ты уже по-настоящему начнешь улыбаться, да, вот изначально нужно где-то даже обмануть в хорошем смысле жизнь, там, да, вот программы какие-то, выйти из них, там, пусть какой-то кривой косой улыбкой сначала, да, нервной, когда все плохо, да, вот, ну, начать с чего-то. Расскажи, пожалуйста, про смехозарядку и как раз покажи эту практику, вот зрителя, то, что мы вам обещали как раз практику по наполнению энергии, когда важно быстро наполниться энергией, вот быстрый заряд получить, то как раз вот эта практика сейчас для вас. Да, это действительно очень классная практика. Но я начну с того, что почему... Это первая практика нашего курса, называется она «200 улыбок». И обратитесь к детям, да, сколько дети улыбаются. Дети, ученые подсчитали, что это на самом деле так, 400-500 раз в день улыбаются дети. И какие дети? Они энергичные, да. Они любопытные, они всем интересуются, они неугомонные. Вот. Слушай, я просто думала, мы такие все грустнее, на жизнь прихлопывают, мы грустнее, меньше улыбаемся, меньше энергии. Да. Потому что взрослый человек улыбается 17 раз в день. 17 раз. Ну, вот такие, это не про нас с тобой. Да, такие люди, как ты, 50 раз максимум улыбнутся, да, посмеются. Но это в 10 раз меньше, чем дети. Да. И у нас в организме, у нас очень умный на самом деле организм, у нас все предусмотрено. Вот когда мы улыбаемся, у нас вырабатывается, как ты правильно сказала, гормон радости и счастья, эндорфин. И мозгу без разницы, как это мы производим, искусственно или естественно. И на первых порах можно делать это искусственно. Главное делать это в течение определенного времени. Мы это делаем в Zoom, большой группой людей. Ну а сейчас я тебе расскажу, как же все-таки это происходит. В принципе, первое, что надо понять, это дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика с элементами смеха. Один из таких факторов, который влияет на наше здоровье, в том числе и на состояние уровня энергии, это наполнение нашего организма кислородом. В обычной жизни мы дышим 1/3, легких у нас открыто. Соответственно, когда мы регулярно в течение 20 минут делаем дыхательные упражнения, организм наполняется кислородом, также у нас вырабатывается эндорфин после 15 минут, и тело расслабляется, наполняется энергией, мысли успокаиваются, приходят какие-то инсайты, можно понять, как выйти из какого-то сложившегося даже тупика жизненного. Вот. И самое главное, мы получаем заряд бодрости. Ну и теперь к практике. Как же мы это делаем? Да. Я готова. Самое главное, как я уже сказала, понять, что это дыхательная гимнастика. Да. И поэтому важно делать вдохи животом. Максимально наполнять мы будем живот. И даже мы сейчас с тобой немножко порепетируем, чтобы ты сделал такой глубокий вдох. Начинаем с грудной клетки, а потом в живот. И чувствуем, что как живот наполнился, он как будто арбуз. Такой прям наполненный. И на выдохе мы будем делать такие звуки. Уже смешно. С тобой легко проводить упражнения. Да. И самое главное, чтобы выдох больше был, чем вдох, чтобы весь воздух мы вытащили из организма. Вот этот весь старый углекислый газ мы вытаскиваем. Выдох больше, чем вдох. Да, то есть дольше смеяться. Да, опять так делаем. Мы сделаем так с тобой 10 раз. Давай. Но для того, чтобы мы это сделали, нужно войти в состояние практики, в состояние веселья, в состояние детства. И мы делаем такие прекрасные коктейльчики. Давай. Вот взять надо в одну ручку стаканчик со счастьем, в другую стаканчик с радостью. Так, представить, да. Стаканчик с радостью. Представить перед собой шейкер.
в шейкер мы будем заливать вот счастье, радость, вот так вот максимально быстренько так давай. Счастье, радость. Я забыла, что в какой руке, но неважно. Неважно, да, счастье, радость. Можно еще что-нибудь. Богатство, изобилие, любовь, доверие. В общем, все, что ты хочешь, проговаривать уже это важно. Говорить счастье, радость, счастье, радость, богатство, изобилие, любовь, доверие. Все. Шейкер мы вот этот перемешали. Вместе с микрофоном перемешала. Перемешали, потрясли. И вот так вот мы его выпиваем с удовольствием. И будем смеяться минутку. А уже начинаем. Продолжаем. Да, когда ты не будешь говорить уже. Ну, ты уже сама, да. Я могу считать. Давай. Первый раз. Второй. Третий. Четвертый. Ну и пятый раз. Давай. Я не могу, ты просто смешно так сначала смеешься утрированно. Я уже смешно на то, как ты смеешься. Да. Это мастерство тренера, что тренер заводит. Да. Ну вот все, можно сейчас перевести дыхание, почувствовать свое состояние в теле. Да, класс. И ты знаешь, сколько? 20 минут вы так хохочете? Да. Это вообще, мне кажется, можно умереть уже, надорвать животики. Да, мы это делаем в группе. Включается, даже если ты пришел, у тебя, как бы, ты не забыл. Многие люди забывают, как это смеяться. Начинают вот здесь вот мышцы болеть. Мы сначала делаем небольшую разминочку. Смешно, что мышцы болят с непривычки. Да, и потом просто люди заходят, выходят с горящими глазами, с желанием что-то делать, действовать, идти, двигаться. И вот приходят какие-то инсайты. Как решить какую-то задачу, которую не мог. Но я, например, точно знаю, что после смехозарядки я спокойно за 3 занятия с инструктором научилась кататься на горных лыжах. Это у меня было такое вот желание отложенное всегда, что я хочу, но не было энергии. И вот смехозарядка дала мне энергию, я научилась кататься, теперь просто гоняю. Слушай, класс. Получается, да, то есть у тебя не хватало энергии на твою мечту, да, ты вот ее наполнилась этой энергией. За 3 занятия это быстро. Очень быстро. Это очень быстро, потому что меня что-то никак учили, так не научили. Наверное, мне надо прийти к тебе на смехозарядку. Да. Ну, конечно, зависит еще от тренера, который учит, как в любой деятельности, в фитнес там ты придешь, нужен человек, который поможет. Вот также я выбрала девочку, которая с 3 лет стоит на лыжах. У нее родители занимались горными лыжами. Все. Мне кажется, она с ними родилась. Я просто стала за ней повторять и слушать и слышать то, что она мне говорит, и делать это. И так все у меня получилось. Благодаря этому заряду энергии, который ты получила на смехозарядке, ты встретила нужного тренера. Это же тоже, знаешь, в жизни так и происходит. Когда все, ты наполнился, зарядился правильно, то там прям вот раз человек правильный, 3 занятия, и ты уже катаешься. Класс, да. Да. Слушай, расскажи мне, вот я, знаешь, я люблю, когда мои люди, мое сильное окружение хвалятся. То есть мне прям важно, чтобы ты рассказал, я-то знаешь, какая ты чемпионка, что как раз не надо преувеличивать. Я знаю, что ты победила в конкурсе для коучей, чемпионате для коучей, да? Да. И международном, на минуточку. Вот. И как раз прям, да, мы приложим твой сертификат для подтверждения. Ну, я думаю, тут все люди будут смотреть осознанные, которые верят, да, но все равно тоже классно посмотреть. Ты мне присылала классный сертификат. Расскажи про этот конкурс, что там, да, какие там страны участвовали, сколько было участников, как ты победила и с чем, с какой темой? Да, я вот буквально вернулась с чемпионата по коучу. Вот недавно он был, да? Он был, он проходил, получается, в июне 2024 года. Это был первый в мире чемпионат по коучингу, который организовала Евразийская творческая гильдия. Она объединяет 75 стран. И людей искусства, людей осознанных. И вот тоже сделали такое мероприятие для коучей. Чемпионат был международный. Там участвовали Россия, Израиль, Казахстан, Финляндия. И онлайн участвовала еще у нас Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Армения. Класс. Да. То есть, да, и ты победила среди таких стран. Это прям вообще, знаешь, тоже аплодисменты и респект. Это очень круто, да. Ну,
Я туда поехала вот как раз с открытым сердцем, просто узнать, что это такое, понять. Заявила я тему как раз свою, эмоциональный интеллект, фактор успеха в любой сфере деятельности. Да. Там была достаточно серьезная подготовка, нужно было послать анкету, свою программу, отзывы людей уже, которые с тобой работали, и провести мастер-класс на 1,5 часа. Вот. И участвовали с очень интересными темами. Там был и бизнес-тренер, и человек, у которого онлайн-школа по подготовке своих коучей, мотивационный спикер. И даже человек, я даже тогда первый раз узнала о такой профессии, как профайлер. Это когда человек может, как на детекторе лжи, сам определить, человек врет или не врет. В общем, слушай, да, я раньше тоже не знала такой профессии до встречи с тобой. Да, вот, ну тоже, кстати, вот давай на этом моменте чуть-чуть остановимся. Получается, он определяет, как ты говорила, по жестам, по мимике, да? По жестам, по мимике, да, по тому, как человек краснеет, бледнеет, то есть как он быстро говорит, медленно говорит. И, в принципе, вот есть такая профессия, которая используется, я так понимаю, и в каких-то крупных корпорациях в том числе, и, возможно, там на авиаперевозках это когда-то использовалось, да. Ну и вот я заняла первое место. Неожиданно для себя, просто я действительно поехала с открытым сердцем посмотреть на людей, понять вообще, что это такое. Мне захотелось рассказать как можно большему количеству людей, что как важен эмоциональный интеллект в наше время, потому что это soft skills, мягкий навык, так называемый, который все сейчас понимают, что он нужен везде, в любой среде, особенно на крупных предприятиях, когда идет командообразование или что-то еще. Вот, поэтому мне очень, конечно, это понравилось. Я благодарна человеку, который меня пригласил, Геннадий Горовой, он тоже интеллект-тренер, и он писатель, поэт. И вот ты мне рассказывала, что ты книгу пишешь, поэтому так уже написала, издала, она стала бестселлером продаж поздравляю на тебя. платформах Литрес и Ридеро. Супер. Вот действительно сильное окружение нам помогает быть еще ярче, еще успешнее, потому что мы обмениваемся вот какими-то такими интересными навыками, качествами, которые сами изучили. Ты про книгу мне напомнила, я еще думаю, так, почему у меня тут книги не лежит на столе, чтобы показать, вот она, моя книга. Похвалиться, да. Да, и, кстати, у меня тоже вот история про эмоциональный интеллект, чтобы идти в школу преподавать, у меня пришла эта идея во время написания своей книги. Я писала, да, и пишу, вот, было бы здорово, чтобы уже детям в школах прямо с маленьких лет преподавали, рассказывали про границы, про эмоциональный интеллект. Вот, и потом думаю, а почему кто-то, да, психологи какие-то, почему не я? Думаю, ну вот иди, написала и иди преподавай. Вот, и для меня это было как раз вот таким социальным проектом 2 года, да, я в эту историю прям въехала и еле выехала, меня еле отпустили, и дети меня очень сильно любили. И маленьким деткам, кстати, ты говоришь, ого, уже с дошколят преподавать эмоциональный интеллект, и я это преподавала через там мультфильм «Головоломка», через понятные им вещи, да, эмоции, они их рисовали, свои эмоции, вообще какие бывают эмоции. То есть мы вот в эту историю играли во все игры. То есть это было очень понятно. И вот у меня мои дети тоже знают прекрасно все свои эмоции, чувствуют. Они понимают, что в данный момент он злится, да, или ему обидно, там, или он грустит. То есть каждый называет свою эмоцию, и тем самым это понятно для других. Да, и я говорю каждому, что это нормально, естественно, испытывать эмоции. Не надо стесняться того, что ты злишься. Значит, кто-то нарушил твои границы. Что злость, она просто так тоже не приходит. Она приходит на нарушение наших границ. Вот. И любая эмоция, она тоже какой-то имеет подоплеку, то есть стесняться ее не надо. Да, это действительно так, но вот классно, что ты учишь детей, и что вот с помощью рисования это вообще прям мне очень откликнулось, это классно, потому что я тоже очень творческий человек, люблю рисовать, и разные там мастер-классы, и сама провожу и хожу всегда, чтобы вот... Вот расскажи, ты мне про рисование тоже рассказывала, расскажи, чтобы мы твою вот эту сторону многогранную, да, еще и эту сторону твою узнали. Да, я ходила в художественную школу в детстве, но там как-то вот не раскрылась я. И потом в какой-то момент, когда я решила, что мне нужно интуицию-то свою научиться слушать, я же говорила, что я юрист, у меня так все было выстроено логически. Да. Я пошла через творчество. Я пошла в студию для взрослых, начала рисовать маслом.
И в том числе и разные способы рисования пробовала. Там и даже рисование на воде есть какое-то турецкое, там еще что-то. Ой, такого я не слышала, на воде. Я забыла, конечно, как оно называется, но очень круто, да. И это вот дает, когда ты работаешь с цветом, это вот как раз, мне кажется, очень сильно перекликается с эмоциями, потому что ты отпускаешь вот голову свою, ты или успокаиваешься, или можешь, наоборот, выразить. Даже есть такие вот моменты, когда ты можешь прийти и вот нарисовать там картину такую вот, все вот вытащить из себя, эту злость, агрессию, обиду. У нас действительно же 4 базовых эмоции. Это у нас вот радость, прежде всего. Почему мы... Вот первое наше упражнение на курсе, это когда мы постоянно каждый день включаем свою радость сами. Мы включаем свой как генератор счастья. Да. Солнышко свое зажигаем. Сократ говорил, что в каждом человеке есть солнце. И у тебя это солнышко тоже горит сразу. Я прям перекликаюсь. Да, только дайте ему светить. А кто ему даст светить? Только мы сами. Вот. А остальные эмоции, это получается страх, гнев и, получается, обида. Печаль. Обида. Обида. Грусть, печаль, обида, да. Обида. Вот. Еще у нас есть вина и стыд, но это социальные эмоции. То есть их нам в какой-то момент когда-то навязали для того, чтобы нами управлять. Кстати, это вот тоже такая глубокая тема, о ней можно несколько часов говорить. Ты знаешь, а у меня ушло в последнее время чувство вины и стыда вообще бесследно. Я когда говорили психологи, различные тренеры, как раз интеллект-тренеры, там, различные умные люди, правильные вещи говорили, что вообще в идеале его нет, не существует чувства вины. Я думаю, как нет? Как нет, если у меня его столько? Как нет? Я не понимала, у меня даже картинка не сходилась. Сейчас у меня его вообще нет. Я тебя поздравляю. Это круто. Тревоги нет. У меня раньше тревоги было много, и чувства вины. Ни тревоги, ни вины. Так кайфово жить. Это такой кайф. И я тоже поняла, что это навязанное нам это действительно, это не наши чувства, их не должно быть в природе, их нет. Теперь я тоже могу заявить, что их нет. Да, просто. Здорово. Да, смотри, Наталья, мне уже хочется про браслет миллиардера. Уже мы с тобой много прямо, знаешь, таких прокачали уже между собой в разговоре, да, ты меня уже качнула, вот реально. Для зрителей много полезного. Давай еще про деньги. Да, про ты деньги. Знаешь, деньги — это свобода, их тоже важно, тоже у нас же клише, стереотипы про деньги, что деньги — это зло и так далее. Конечно, да. Важно искоренять, и важно понимать, что деньги — это свобода, это возможности. Это возможности, да. Давай это развитие. Для меня деньги — это развитие. Да, то есть я очень много вложила в свое образование. Да. Разным. Я тоже. Вот, класс. И на самом деле все откуда идет? То есть у нас есть как бы ограничивающие убеждения и мысли, которые постоянно у нас крутятся в голове. Вообще ученые подсчитали, что от 50 до 80 тысяч мыслей проносятся в голове ежедневно. 50-80 тысяч, да, обалдеть. Это вот, действительно, все подсчитано, это научная методика. Да, мне кажется, я так много не думаю, я шучу. Они фоном, да, они идут фоном. При том, что я должна столько владеть информацией, общаюсь сейчас с такими людьми. Самое печальное, что где-то 75%, 80% этих мыслей, они носят негативный характер. Но это не значит, что мы думаем там о смерти или о болезни. Но мы можем обесценивать себя, обесценивать других, заниматься там вот какими-то прошлыми воспоминаниями, как жвачка там завязнет. И а если бы я пошла туда, а если бы я сделала так, а если бы он сказал то, а если вот это что-то произошло. Ой, это вообще боль всех людей, все сожалеть обо всем, это тоже. Вот я, слава богу, этого отпустила, это уже тоже отрезанная история. Ты просто мега прокачанный человек. Вот. И, соответственно, у нас на курсе одно из наших упражнений называется оно «Браслет миллиардера», потому что это упражнение, оно известно. Но опять же, знать и не делать все равно, не знала, что не знать. вот да. круто, да. Его носит и Джефф Безос, это основатель Amazon. Вот с помощью такой простой канцелярской резиночки, она у меня даже бесцветная, вот, чтобы ее, она к себе внимание не привлекала. Когда проскакивает мысль негативного характера, мы просто берем эту резиночку, оттягиваем и вот сюда вот в запястье себя вот так вот отщелкиваем. Отщелкиваем. Например, там, как мы любим, комплименты вот девушкам говорят, типа, ой, какая ты классная, какая ты сегодня красивая. Ой, да я голову помыла сегодня. Да, это вообще тоже стандартная история. И в этот момент она должна вот так вот себя оттянуть, щелкнуть и сказать: я самая красивая, или да, я очень красивая, я очень себя люблю, я замечательная. Это сказать про себя или как раз тому человеку, который сделал комплимент? Не, уж это я прям утрированно сделала. Да, конечно, сам собой. С мыслями мы обычно взаимодействуем
сам с собой. Сами да. с собой. Да, и, соответственно, в этот момент, когда проскочила такая мысль, или вот, а смогу ли я, а получится ли у меня, а надо ли мне это делать, и вот эти вот бесконечные разговоры с собой, нужно просто вот это все отщелкивать, тогда в нашу голову приходят мысли ясные, четкие, ведущие нас к успеху и движущие вперед. И самое главное, вот сюда в запястье мы не делаем, потому что здесь много веночек. Главное вот в ладонь вот сюда. Вот. Чтобы не травмироваться. Да, чтобы не травмировать себя. Да. Мы к себе бережно, Чтобы, к себе любим. Но самое главное, эти все упражнения, у нас есть книга про нашу методику, научиться их делать и внедрить на регулярной основе можно только пройдя курс. И потом у нас после курса есть интеллект-клубы, где мы общаемся, обсуждаем книги, фильмы и вот внедряем эти привычки успешных, богатых людей. Потому что когда мы принимаем решения из ограничений, то, что у нас чего-то не хватает, допустим, то у нас и не будет денег. А здесь мы просто позволяем себе хотя бы сначала мысленно, да, что у меня все есть, мне можно все, я богатый человек. И отстреливаем мысли, которые нам говорят про другое. И вот таким образом нарабатывается практика мыслить ясно, четко и в то же время позитивно. Слушай, круто, да. Я делала другую немножечко практику, тем самым убрала все свои негативные установки и как раз вот эти мысли. Я не через браслет, может быть, даже это было бы еще быстрее, эффективнее. Я просто любую, допустим, я говорю какое-то слово, с кем-то в диалоге что-то сказала, потом думаю, зря это сказала, теперь вот что-то такое там не получится, допустим, дальше там общение нормальное, к примеру, да, вот, и я делала так, что там, допустим, у меня есть иллюзия, что из-за того, что я сказала эту фразу, у нас теперь не получится общение, и хлопала, нейтрализовала эту фразу. Это тоже практика такая есть. Вот. А потом говорила, что мне нравится мысль, что из-за того, что я сказала, это у нас тем более будет супер крутое, мега крутое общение, еще лучше. И там будет так исполнено. И вот я тоже, как ты говоришь, в течение дня отследила, где-то неделю это делала, и каждый день сколько много у меня этих мыслей, которые меня блокировали. И ведь раньше я когда так думала, что вот теперь не получится, и у меня не получалось. А когда я перепрошивала, вот как и за счет этой практики, да, свое сознание, ты прям наоборот такой, даже какая-то здоровая спортивная злость такая, а вот теперь вообще, наоборот, еще круче все будет, знаешь, так я... Да, потому что наши мысли же материальные. Вот как раз ты на практике убедилась, что когда мы говорим себе, у нас не получится, оно и не получается. Слушай, да, благодарю за эту практику. Все, я в следующий раз тоже с резиночкой такой, да. Наталья, расскажи, как к тебе можно обратиться, как к тебе можно попасть? Вот за такими практиками ты же, получается, к тебе люди приходят и для себя, и ты обучаешь тренеров, да, интеллект-тренеров. Да. Вот, прям вот эту тему тоже чуть-чуть расскажи, и как к тебе попасть? Я представлена в соцсетях, есть в Инстаграме, в Фейсбуке, и можно написать в личные сообщения в Телеграм. Мы ставим, наверное, да, мы ссылки все оставим, да. Интервью. Там как бы есть о методике, которую я преподаю. И действительно, это профессия нового времени, как мы любим говорить, бизнес в чемодане, что ты можешь из любой точки мира заниматься этой работой, потому что методика преподается онлайн. Проходит это в группах. В группе 10 человек, 1 или 2 тренера, потому что так как я обучаю тренеров, как можно их обучить? Только на практике. Да. Вот я с кем-то совместно, допустим, провожу группу. И группа идет 10 дней по 1 часу. Сейчас такое время динамическое, и что люди уже устали от таких долгих каких-то курсов, что если еще куда-то ехать нужно, то вообще нет возможности. А тут ты можешь, у тебя есть телефон, интернет, и ты, получается, проходишь этот курс. Дальше, если человек, пройдя курс, а многие так вот, пройдя курс, понимают, что они тоже хотели бы взять эту профессию себе, научиться проводить группы, они покупают лицензию на преподавание, и вот вместе со мной мы как бок о бок, как партнеры, начинаем развивать этот бизнес. На сегодняшний день уже в 75 странах преподается эта методика, и на 25 языках, даже на языке глухих. Вот это круто тоже. Это круто, да, потому что эта методика не имеет культурного кода. В любой стране она построена таким образом, что вот, упражнения направлены на раскрытие потенциала человека, на восстановление гормонального фона и, соответственно, на то, чтобы он научился понимать свои эмоции, проявлять их экологично и строить отношения с человеком
с любым человеком на таком достойном уровне. Вот как мы, допустим, мы сейчас с тобой общаемся, нам с тобой комфортно, мы на одной волне. Очень. И, в принципе, с любым человеком можно найти общий язык, если ты можешь сам управлять своими эмоциями, и тебя ничего, как мы сейчас это модное слово, не триггерит. У нас у интеллект-тренеров есть такое выражение, что если тебя что-то раздражает, значит, из тебя что-то торчит. Причину надо искать в себе. Есть какая-то твоя неудовлетворенная потребность, невыраженное желание, эмоция. А когда ты спокоен, легок, то, в принципе, и такие же люди в твою жизнь приходят. Да, вот правильно. Последнее мне еще больше нравится, что смысл такой, естественно, знаешь, просто мне важно, чтобы люди, которые триггерят, которые где-то задевают, обижают, тоже с себя вину не снимали. То есть они есть, и им важно поработать над собой. Но когда человек проработал свои как раз внутренние травмы, да, из него, как ты говоришь, не торчит, то ему просто не встречаются такие люди. Да. И они, по крайней мере, могут даже если встречаться, то не проявляться с этой стороны. Потому что у каждого человека, естественно, есть сильные и слабые стороны. Да? Он может не показать свою вот эту как раз негативную сторону. Да. Просто я про то, чтобы тоже не снимать ответственность с тех людей, которые себя неправильно ведут. Конечно, конечно. Вот, да, мне важно, чтобы тоже, знаешь, так думали, что говорят, скажем так. Не, ну это прокачивать свои коммуникативные навыки, знаешь, там вот эта вся история. Ну, почему вообще это происходит, такой вот диалог? Потому что у нас же есть несколько видов головного мозга, да, то есть у нас есть рептильный мозг, вот резиночка как раз с ним работает. Да. Потому что он только через боль может научиться чему-то. А там инстинкты, там бей, беги, замри. Бей – это агрессия, беги, значит, это вот страх, печаль, куда-то забиться, там, поплакать. И когда нам что-то вот такое делают, мы просто начинаем инстинктивно реагировать. Но мы-то человек разумный, у нас есть неокортекс, и мы как бы обучаемся сами. И чем больше таких осознанных людей будет в обществе, тем быстрее люди начнут как бы, общество начнет меняться. В принципе, миссия нашей компании как раз направлена на то... Вот ты говорила про миссию, мне тогда понравилось тоже, да. Миссия компании говорит о том, что через интеллектуальное развитие спасти планету от самоуничтожения. Вроде как звучит так вот прям, может быть, высокопарно, но типа пафосно. На самом деле так и есть. Так и есть, да, круто, потому что многие люди не задумываются о том, что они делают, к чему приведут их поступки. Да. Все вот про этот мусор, конечно, говорят, да, но это действительно так. Там вот на Алтае что творится. Я была там в самом начале, когда только начиналось, да, путешествовала. Там я, кстати, так не доехала до Алтая. Там была идеальная природа, но потом сейчас там все понастроили, и вот просто люди не следят, то есть это они приехали, живут одним днем. Но суть в том, что если одни люди будут кидать мусор, а другие люди будут собирать этот мусор, ничего не поменяется. А когда мы донесем до большого количества людей, что это приводит к уничтожению природы, страдают там моря, океаны, и если каждый задумается о том, что происходит, как он может, какой вклад внести в это, что он сделает, какой простой элементарный поступок, да тот же мусор разделить, да, и тогда вот общество поменяется. И для этого нужно развивать интеллект. А многие люди остановились, мы прошли там университет, даже, может, на какие-то курсы по повышению квалификации ходим, но мы не задумываемся, а как развивалось мировое сообщество, какие были тенденции там в тех или иных обществах. Да? Но, в принципе, все циклично, все повторяется. И вот на нашем интеллект-клубе, который после курса мы проводим еженедельно, мы вот такие вот разбираем великих личностей. И Циолковского, и Наполеона. И для меня тоже это открылось с такой интересной стороны, что я даже много не знала о людях, да, то есть о Королеве, о том же, как вот это вот все в космос ракеты запускали, и сколько люди я тоже не знала, мне тоже интересно. Вложили труда, и сколько в них было веры в то, что это возможно. То есть он же просто усилием своей мысли просто вот придумал и запустил. Понятно, все ему помогали, там заводы на него работали, но вот идея, мысль. Одна мысль породила такую материализацию, да, всего этого. Это же действительно, если так задуматься, это просто восхитительно. Да, смотри, Наталь, вот мне очень нравится в этой твоей профессии как раз интеллект-тренера, что можно много путешествовать, это действительно дорого стоит, да, что можно работать онлайн из любой точки мира, что я радуюсь за тебя, что ты как раз вышла в эту историю, это действительно очень ценно. Вот, и
Да, то есть, да, классно, что ты подскажешь, куда к тебе прийти. Я уже такая, тоже мы с тобой разговаривали, задумалась, я говорю, так, расскажи поподробнее, я тоже хочу и путешествовать, и работать, и быть свободной в перемещениях. Так профессия-то классная, она несет ценность, пользу людям, и самим людям, кто для себя, и обучать тренеров, чтобы это все масштабировать. То есть это на самом деле очень круто тоже. Ну, по сути, это создается новая мировая отрасль, которая связана с тем, что мы заботимся о ментально-психологическом состоянии здоровья человечества, потому что по данным ВОЗ где-то 1 миллиард у нас на сегодняшний день страдает ментально-психологическими заболеваниями. То есть, когда это, конечно, не какие-то серьезные заболевания, но вот это тревожность. У кого-то серьезные. Ну да. Не, мы с серьезными мы не работаем, но именно про тревожность, про вот этот вот постоянный поиск себя, мы не знаем, кто мы, куда мы идем, для чего, да. То есть многие люди вот в какой-то период времени, называется как духовный кризис, там 33 года у многих случается, и когда он видит вот четкую методику, которую можно взять, идти с ней в жизнь и раскрывать себя каждый раз. Наша методика, она направлена на развитие взрослого человека самостоятельно. Почему я еще так долго искала, почему она меня привлекла? Потому что тут нету человека, который делает что-то за тебя. Ты берешь, делаешь упражнения, и у тебя усиливается иммунитет, укрепляется, энергия, уровень поднимается. Ты становишься более осознанным, ты начинаешь видеть причинно-следственные связи. И вокруг такое же окружение, через это окружение тоже идет обогащение, поддержка. И, конечно, можно путешествовать. Да, мы, кроме того, что мы работаем, мы классно путешествуем, отдыхаем. Были, например, в Турции, провели в отеле обучение как бы на разные вот моменты, связанные с работой. А потом поехали все вместе в Каппадокию, на воздушном шаре полетали. Кайф. Да. Это моя мечта, я не долечу никак. Это очень круто. Это такое невероятное ощущение восторга, особенно когда все свои рядом, на одной волне. Мы даже на воздушном шаре смехозарядку провели. И нам пилот воздушного шара сказал, что вы самая удивительная группа. Это вот просто... вы его там тоже сделали его день, и вообще там его жизнь. Да, первая такая группа на воздушном шаре, хохочущая. Или как это? Хохочущая. Да, хохочущая группа. Вот. В марте мы были в Питере, собирались, тоже было обучение, а потом мы сделали бал в платьях 18 века, танцевали там мазурку, вальсы. В общем, было так все прекрасно, так классно. И, конечно, когда ты видишь людей онлайн долгое время, своих тренеров, потом с ними вживую встречаешься, обнимаешься, это просто невероятное расширение. И вот в сентябре поедем в Грузию. В Батуми. Просто там... Слушай, планы грандиозные и классные. И столько путешествий, перемещений, и все это с пользой. Конечно. Наталья, смотри, к сожалению, наше время подходит к концу. Мне очень хочется, чтобы ты сказала свою миссию в жизни и свои пожелания зрителям, что ты желаешь. Моя миссия, чтобы как можно больше людей на планете Земля осознали свои дары и потенциалы, которые у них есть у каждого, я уверена, раскрыли их, проявили в этот мир, принесли миру огромную пользу, и чтобы наше общество стало жить вот в этом созидании, когда мы исходим из изобилия, что все уже есть, все возможно, и творим прекрасные какие-то, может быть, произведения искусства или книги пишут люди, или, может быть, делают какие-то вещи, которые давно хотела делать его душа, но он почему-то себе не дал. И когда вот так много таких будет людей, и кому-то нравится печь хлеб, это нормально, да? Но он делает это с душой, с удовольствием. Но в то же время он вечером может там что-то делать другое. И вот это вот, когда ты в созидании, такая возникает синергия в обществе. Я не знаю, как. Я просто еще туризмом горным занималась в школе. И вот это вот ощущение, когда ты идешь в походе, все вместе, объединенные общей целью. Почему-то я люблю и команду. Это просто такой вот, просто восторг. У меня вот прям эмоции восторга вызывает. Поэтому мое пожелание – это чтобы каждый человек вспомнил, для чего он пришел сюда, и самое главное, не боялся это делать. Иногда наш мозг нам говорит, ты же не знаешь, как будет, надо же все пункты сначала записать от 1 до 10, потом я только пойду в эту историю. Но нет, дорога открывается, когда ты делаешь первый шаг. И тогда встречаются люди, появляются какие-то возможности, ты начинаешь чувствовать себя живым, живой и двигаться вот в этом потоке жизни. Поэтому я желаю каждому жить свою настоящую, яркую, красивую жизнь.
Замечательные пожелания, очень классно, очень глубокие. Наталья, смотри, у меня есть традиция. Я беру вот так вот за руки. Я хочу тебя взять за руки, да. Я хочу тебя поблагодарить, что ты пришла в студию сегодня на интервью, что ты нашла время, что ты именно в данный момент времени здесь, в Москве, не в Израиле, да, когда вот как раз я провожу, когда у меня сейчас самая энергия идет на эти интервью, знаешь, это классно. Я рада знакомству с тобой. И ты знаешь, вот как ты изначально создала ощущение праздника, и вот интервью, оно было праздничным. Мне даже не хотелось его заканчивать, мы даже немножко, по-моему, выходим из лимита. Серьезно. Благодарю тебя, Наталья, и надеюсь увидеть тебя здесь в студии еще раз. Благодарю тебя, мне было очень приятно. И еще раз повторюсь, ты очень открытый, яркий и отдающий человек. Это очень важно.